Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Азимок. Сегодня хочу поздравить всех наших дорогих мужчин с 23 февраля. Мы продолжаем вязание шарфиков. То есть у меня несколько идей со схемами. Я очень рада, что есть схемы. И мы вяжем нашим любимым мужчинам шарфики на подарочек. Вяжется все быстро, просто, интересно. Сегодня у меня вот такая есть схема. Фотография — это мужской шарф с спицами. А я решила попробовать связать крючком. Тоже вяжется очень просто. Получается плотненький, красивый узор, который, во-первых, двухсторонний. Во-вторых, подойдет не только для вязания шарфиков, а можно и жилет связать, может свитерочек связать. Все работы вяжутся одинаково. Самое главное подобрать хороший узорчик. И вот такой узорчик у нас есть. Предлагаю посмотреть, как он вяжется, как я его переложила на крючок. И связать своим любимым. Схема достаточно простенькая. 15 петель раппорт узора. Я 15 петель набрала. И предлагаю провязать вот такие мои столбики. 15 петелечек и один ряд провязала столбики с одним накидом. Воздушные петельки 2 подъема сделаем. По узору простые столбики, вот такие вертикальные полоски я буду вязать рельефным лицевым. Такая полоска рельефный изнаночный. Первый ряд у нас идет чередование. Рельефный лицевой. Смотрите, первый столбик мы просто 2 воздушные петли подъема. Второй вяжем изнаночным. Следующий, вернее, лицевым, а теперь изнаночным, да. Чередуем. Чередуем все наши столбики. Лицевой, рельефный, изнаночный, лицевой, изнаночный. И так до конца этого рядочка надо провязать лицевой, изнаночный по очереди. Довязываем, и в самом конце, как и в самом начале, у нас идет рельефный лицевой и просто столбик с одним накидом. Причем во всех рядочках вот эти 2 столбика будут вязаться одинаково. Мы набираем 2 воздушные петли, разворачиваем, и первый столбик мы вяжем всегда рельефным изнаночным. Вот. Смотрим схему. Схема такова: изнаночный, изнаночный, 3 лицевых, 3 изнаночных. Вот у меня получается первые воздушные петельки, 2 изнаночных. Теперь, господи, что ж такое-то, 2 лицевых. Теперь вяжем 3 изнаночных. 1, 3 изнаночных, девочки, прошу прощения, что-то у меня. Теперь 3 лицевых, то есть во втором рядочке у нас будет вот такое вязание: 3 лицевых, 3 изнаночных рельефных столбика. Вначале, может быть, будет немножко непонятно, но зато потом узор сложится. Тем более он очень простой. Чередование: 3 лицевых, 3 изнаночных. И в конце получается 1 изнаночный. Да что ж такое-то у меня сегодня? Лицевой. 2 и столбик с одним накидом. Вот. Такой узорчик. То есть по центру уже видно, такая красивая полосочка у нас идет. Узор двухсторонний. 2 воздушные петельки. И смотрите.
Петли подняли, 2 воздушные петли подъема. И первый столбик мы с вами вяжем всегда-всегда рельефный лицевой. И повторяем. Смотрите, мы с вами провязали рельефный лицевой и лицевой изнаночный, лицевой изнаночный. Это у нас все время так будет идти. Вот. Мы меняем. У нас был изнаночный, мы меняем на лицевой. Изнаночный. Лицевой. И вот это нужно просто запомнить, что в одном рядочке мы вяжем с вами всегда чередование лицевого и изнаночного, а во втором рядочке вяжем изнаночный 3 и 3 лицевых. Вот такой простенький узорчик. Казалось бы, что еще проще, да? Вот. Это узор спицевой. Также можно вязать его спицами. Красиво все получается. Как на картинке, вот такие вертикальные полосочки у нас идут. Вот. В конце один изнаночный. Предпоследний тоже всегда штука. Почему изнаночный? Это лицевой. Что ж мне сегодня такое-то? И столбик с одним накидом. В самом начале, в самом конце. 2 изнаночных. И что ж такое? 2 лицевых, 2 лицевых. Вот. Уже картинка складывается. Получается полоска, полоска, полоска. 2 воздушные петельки. Разворачиваем вязание. Вязание с лицевого. Начинаем с лицевого. Вот. То есть мы повторяем первый ряд. Первый провязали, второй. Первый, второй, первый, второй, первый, второй. Вот, провязываем лицевой. То есть в самом начале у нас петли подъема и 2 лицевых рельефных. Теперь вот у нас 1, 2, 3. Их вяжем изнаночными. 1, 2, 3. Теперь 3 лицевых рельефных. 1, 2, 3. 3 изнаночных. 1. Изнаночные столбики, они смотрятся всегда красиво и плотно прилегают друг к другу. За счет этого вязание получается всегда плотным. А что для шарфа? Для шарфа это и нужно. Вот. У нас тут должны остаться 2 столбика лицевых в самом начале, в самом конце, в любом рядочке, и в четном, и не в четном, и в первом, и во втором у нас всегда получается в самом начале, вот, обязательно 2 рельефных в самом начале и 2 рельефных в самом конце. Вот, и между ними вот такие полосочки. Полосочки абсолютно одинаковые, что с одной стороны, что с другой. 2 воздушные петли подъема. Первый столбик мы провязываем всегда лицевым. Это прям нужно запомнить. 1 и 2. И потом вяжем по узору. Узор у нас, если мы на той стороне вязали, вот видно по узору 3, 3, 3, значит на этой стороне мы вяжем, чередуем 1 изнаночный, 1 лицевой, 1 изнаночный. Вот, казалось бы, узор странный, а с другой стороны он складывается очень в красивую картинку. Лицевой, изнаночный. Запомнить узорчик просто, даже и схема не нужна. Один ряд мы вяжем лицевой, изнаночный. Один ряд вяжем 3 лицевых, 3 изнаночных. Вот. Тут самое главное запомнить, что
конце 2 предпоследних столбика вяжутся из... Это что такое? Лицевыми, простите. Что это у меня сегодня, да? И последний столбик просто столбик. Вот он. Самое начало. И в самом конце провязываются 2 лицевых столбика. И потом идет узор. 2 воздушные петли подъема, разворачиваем вязание и вяжем. Всегда начинаем вязание одинаково. 2 рельефных лицевых. Вот. В прошлом ряду у нас была смена лицевой и изнаночной. В этом ряду у нас идет 3 изнаночных, 3 лицевых. Вот. Схему я обязательно выложу. Но я думаю, что и без схемы очень легко узор запоминается. И он очень красиво получается на самом деле. Раппорт узора 15 столбиков. То есть набираем то количество, которое я набирала в первоначально коричневом цвете. 45. Вот такие полочки получаются. Узковато. Я думаю, что где-то раппортов 5, наверное, надо набирать и провязывать. И вот такие полочки получаются с двух сторон. Мне очень понравилась идея. Я решила поделиться с вами. Надеюсь, что вам идея тоже понравится. Вязание достаточно несложное. Такие полочки красивые получаются, двухсторонние. Еще и схема у нас есть. Предлагаю освоить узорчик, повязать, попробовать на любом образце, подобрать цвет какой-нибудь интересный, красивенький. И у нас будет вот такая неплохая идея для мужского шарфа. А как вам идея? Обязательно пишите в комментариях. Спасибо, кто досмотрел ролик до конца. Мужские вещи я вяжу очень редко, но 23 февраля это святое, поэтому обязательно надо нашим любимым мужчинам что-то связать интересное. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!